Главные новости сегодняшнего дня. Сегодня утром известные артисты, члены антикоррупционного комитета, актриса Ирина Муравьева, актер Юрий Назаров и певец Михаил Муромов побывали на приеме у Верховного Главнокомандующего Российской Федерации и получили важные правительственные награды, медали за отвагу, за спасение людей. Свой подвиг известные артисты совершили несколько месяцев назад во время крушения вертолета в Алтайском крае в районе Чемдарского ущелья. На данный момент известные артисты восстанавливаются после полученных травм и чувствуют себя удовлетворительно. Надо отметить, что для Ирины Вадимовны Муравьевой это уже вторая почетная награда за последний год. В январе 2024 года Ирина Муравьева была удостоена ордена за заслуги перед Отечеством. Сын известной российской и советской актрисы Тамары Акуловой, хорошо известной широкому зрителю по фильму «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», трагически погиб во время участия в спецоперации. 32-летний молодой человек по имени Степан работал журналистом в зоне активных действий и через 2 недели должен был возвратиться домой. Однако произошло непоправимое несчастье. Команда Никиты Михалкова начала проверку Министерства образования Российской Федерации. На данный момент комиссия, куда входят известные артисты Вера Алентова, певец Юрий Антонов и Мария Шукшина, находится с проверкой в Архангельской области. Одним из поводов для проверки стала жалоба учительницы начальных классов и классного руководителя одной из школ Архангельской области, которая получает зарплату вместе со всеми доплатами всего 19 тысяч рублей. Руководство антикоррупционного комитета возмущено подобным фактом, так как еще в июле этого года были перечислены крупные финансовые средства для повышения зарплат учителей. В результате обыска в квартирах бывшего заместителя министра обороны Российской Федерации Тимура Иванова было обнаружено огнестрельное оружие, которое нигде не зарегистрировано. Подобный эпизод может повлиять на увеличение уголовного наказания. К слову сказать, что Тимур Иванов находится в следственном изоляторе города Москвы уже с апреля этого года за получение крупных денежных взяток и поставки некачественного оборудования в зону спецоперации. Сегодня утром в Калининграде в 2 квартирах известного советского и российского певца Олега Газманова и его супруги Марины Муравьевой прошли обыски, которые дали шокирующие результаты и стали причиной для ареста известной семьи. На данный момент Олег Михайлович и его супруга находятся в камере временного задержания СИЗО города Калининграда. В результате обыска были обнаружены крупная финансовая сумма в размере более 1 миллиарда рублей, незаконные документы о двойном гражданстве, а также важные правительственные документы, которые свидетельствуют о том, что Олег Газманов незаконно помог своему сыну Родиону стать депутатом Госдумы. К слову сказать, что Родион Газманов стал депутатом Госдумы 2 месяца назад, однако позже выяснилось, что ему незаконно помогали при этом пресс-секретарь Верховного Главнокомандующего Дмитрий Песков и его родной отец Олег Газманов. По данным пресс-службы антикоррупционного комитета, Олег Михайлович Газманов дал денежную взятку в размере 100 миллионов рублей пресс-секретарю Верховного Главнокомандующего за продвижение своего сына Родиона Газманова в высшие эшелоны власти. Зрители с большим стажем могут помнить, что на Родионе Газманове на данный момент висит много уголовных дел. Однако благодаря поддержке пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего сыну Олега Газманова до сих пор удается укрыться от наказания. Известный советский и российский певец Сергей Пенкин заявил о завершении музыкальной творческой карьеры,
По некоторым данным, причина столь печального события – это тяжелая болезнь известного артиста. У Сергея Пенкина прогрессирующее тяжелое онкологическое заболевание – рак пищевода. В Басманном суде города Москвы начинается второе судебное заседание против известной певицы Ларисы Долиной. Лариса Александровна обвиняется в получении крупных денежных взяток от студентов Московского института культуры. Лариса Долина в период с 2019 по 2024 год занимала пост заведующего кафедрой и ведущего преподавателя Института культуры. По данным полиции и пресс-службы антикоррупционного комитета, за все это время известная певица получила крупные денежные взятки в размере 50 миллионов рублей. Буквально несколько минут назад центральные СМИ передали трагические новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Накануне вечером в Грузии, в городе Тбилиси, трагически погиб вместе со своей супругой известный советский и узбекский эстрадный певец, композитор, актер, лидер музыкальной группы «Ялла» Фарук Закиров. Данная музыкальная группа и эстрадный исполнитель Фарук Закиров хорошо известен широкому зрителю по музыкальному хиту времен Советского Союза под названием «Учкудук. Три колодца». Трагическое событие произошло поздно вечером после окончания музыкального концерта, в тот момент, когда 78-летний артист вместе со своей женой выходил из центрального входа известной гостиницы Тбилиси под названием «Огни Грузии». Напротив гостиницы находился черный автомобиль без номеров, предположительно иномарка. Из окон автомобиля были произведены выстрелы. В результате ранений Фарук Закиров и его супруга скончались на месте до прибытия скорой помощи. Причина трагедии на данный момент выясняется. Бывшая супруга Евгения Петросяна, артистка юмористического жанра Елена Степаненко, оказалась на больничной койке. Причина печального происшествия – гипертонический криз, который произошел после концерта с участием известной артистки. На данный момент состояние здоровья Елены Степаненко оценивается как средне-тяжелое. Семью известной певицы Аллы Пугачевой оштрафовали за неуплату жилищно-коммунальных услуг своей недвижимости на территории Российской Федерации. Данные услуги не оплачивались с 2013 года, и общий штраф составил почти 11 миллионов рублей. Супруга пресс-секретаря Верховного главнокомандующего Татьяна Навка официально подтвердила расставание со своим мужем Дмитрием Песковым. Причиной для печального события стали семейные разногласия и коммерческий бизнес. Важная информация о здоровье сотрудников антикоррупционного комитета. Начальник Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин после недавнего нападения пошел на поправку и чувствует себя удовлетворительно. А министр обороны Российской Федерации Андрей Ремович Белоусов отказался от госпитализации и продолжил свою работу в полном объеме. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.